Очень острой проблемой мигрантов остается и в Германии. Но, несмотря на провалы, Ангела Меркель готовится стать канцлером в 4-й раз. Избирательная кампания на финишной прямой, выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, состоятся 24 сентября. Политическим козырем может стать поддержка выходцев из России и Советского Союза. Репортаж Ивана Благова. Она у нее день рождения сегодня. Herzlich willkommen in Deutschland. Она просит называть себя просто Эльвирой. В тихом дворике под пирожки с картошкой именинница, немка из Советского Союза, обсуждает с подружками предстоящие выборы и Ангелу Меркель. Она может много говорить, а толку с этого? Толку-то нету. Сколько она обещала, когда она кандидатом стала в канцлеры? Она из этих всех вопросов она ни один не выполнила, что она обещала. Я не думаю, что она спокойно ночью спит. Она думает о нас. Я только за Меркель. Мнения различаются полярно, как и в целом по стране. Ангела Меркель идет на 4-й срок подряд. Немецкое законодательство это позволяет. Ее партия лидирует в предвыборной гонке. Социал-демократы во главе с бывшим главой Европарламента Мартином Шульцем отстают более чем на 10%. Ну, я не знаю точно ни Меркель и ни Шульц. Я не буду выбирать. Парикмахерская здесь тоже любит говорить о политике и о тех, кто у руля Фатерлянда. Как разговор не начинается, неизбежно он приходит к одной теме – мигранты. И в этом вопросе и к Меркель, и к Шульцу, а социал-демократы сейчас в правительстве, здесь большие вопросы. Мы в свое время, когда я приехала, нужно было, конечно, и тест сдавать, и все на свете, и 100 раз подтверждать, что ты вообще немка. А здесь... Просто так приезжают, потом еще семьи свои тащат. В последнее время в район Хайдах города Пфорцхайм, а здесь проживает до 90% переселенцев из бывшего Советского Союза, зачастили съемочные группы немецких телеканалов. Русские немцы – самая большая группа переселенцев в Германии с активным избирательным правом. На парламентских выборах они могут действительно играть решающую роль. Еще недавно русских немцев называли пятой колонной Кремля. Теперь вдруг оказалось, что речь идет о 1,5 миллиона имеющих право голосовать, 3% всех избирателей. Эти 3% могут повлиять на создание коалиции после выборов. Еще летом с представителями общины встретилась Ангела Меркель, недавно министр иностранных дел социал-демократ Габриэль. А христианские демократы Баварии даже было запустили предвыборную агитацию на русском языке. Теперь они забегали, зашевелились, потому что после последних выборов они, конечно, поняли, что много людей выбрали это АФД. Я нет, кстати, да, сразу говорю. И они закипишились, что-то они зашевелились. АФД – партия «Альтернатива для Германии», прицельно работает с консервативно настроенными русскими немцами. Главный раздражитель для традиционных партий на этих выборах в Бундестаг. Ярко антимигрантской, критически настроенная к Евросоюзу, «Альтернатива» не исключено может стать третьей по популярности политической силой в стране. Тактика протеста, свист, а теперь и томатные атаки. В Вольгасте смешанные силы правых разных мастей, среди них активисты альтернативы, заставили канцлера покинуть здание, где она встречалась с избирателями, через черный ход. Кортеж снова провожали свистом. Меркель проявляет чудеса сдержанности. Ее рейтинги это позволяют. Сейчас улицы немецких городов пестрят предвыборными плакатами как больших, так и малых партий. Ну а как вам такой канцлер, между прочим, официально зарегистрированный кандидат от сатирической партии Die Partei? Да, есть и такая. Вот мы видим на этом плакате кто-то написал маркером «Диктатура шаурмы». Примечательно, что Сердар Самунчо имеет такие же шансы стать канцлером, как и главный соперник Ангелы Меркель на выборах Мартин Шульц. То есть шансов у Шульца нет. Это говорят опросы. Интриги в вопросе, кто будет канцлером, нет настолько, что на последнем заседании Бундестага возникла курьезная ситуация. Дамы и господа, я хочу коротко указать лишь еще на одну вещь, потому что мое время вышло. Да, время моего выступления здесь. О, боже. Иван Благой, Дмитрий Волков, Любовь Дмитриева, Анастасия Берестенко, Первый канал, Германия.